Сезон шашлыков объявляю открытым. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Уже на улице прекрасная, теплая погода. Правда, сегодня ветерок, но ничего, я думаю, он нам не помешает. Так что уже можно открывать сезон шашлыков. И сезон наш я открываю немножко необычно. Для Азербайджана, для Баку немножко нестандартно. Потому что наш азербайджанский шашлык — это прежде всего баранина. И я сезон бы открыл, наверное, вот с этого классического шашлыка. Но так как у меня остались зимы вот эти прекрасные птички, друзья, кашкалдаки, или же лысуха на русском, я решил срочно сделать из них шашлык, друзья. Я их только что распотрошил. Смотрите, они какие у меня окровавленные. Так, положим их пока сюда. А здесь, друзья, посмотрите, это для гурманов. Это у нас пупочки так называемые. То есть желудки наших птичек. Это особый кайф. Сначала мы птичек наших разделаем. Возьму самую крупную. Теперь каждую такую половинку еще напополам. Вот наши кусочки, друзья. Друзья, можно сразу и удалить и ребрышки. Так как мы в домашних условиях, не на охоте, можно чуть-чуть повозиться и вот эти ребрышки убрать, чтобы нам было легче это все дело кушать. На охоте, конечно же, а эту дичь в 90% случаев готовят на охоте, я бы это не делал. Но здесь, так как мы дома, можно удалить, и вот уже, чтобы у нас чистые куски были. Иннокентий, нате вам по спинке. Друзья, мясо я помыл. Оно чистенькое. Сейчас мы его будем мариновать. Так как кашкалдак, лысуха, это у нас дичь и готовится в основном на охоте, ну чаще всего, да, мы обычно его там не маринуем, ничего не делаем, а прям вот сразу, еще теплый он бывает, сразу на шампура, на угли, и все, через 5 минут готово. Но так как мы, условия у нас домашние, не экстремальные, не охотничьи, мы мясо чуть-чуть замаринуем. Я думаю, маринование мяса никак не испортит. А домашним, наверное, понравится больше в таком варианте, чем в таком совсем диком. Маринуем самым классическим способом. Лук.
конечно же, черный перец. Друзья, и еще добавим сюда одну птичью травку. Это у нас кячрик оту. Значит, на азербайджанском называется кячрик оту. Это травка кеклика, а кеклик это куропатка. Вот эту кячрик оту мы сегодня сделаем кашкалдаг оту. Эта травка сюда тоже очень подойдет. Я так думаю. Так, немножко еще этой травки. И уже можно посолить. Я обычно не люблю заранее солить. Но так как маринад этот будет у нас не более получаса, ну максимум час я его подержу, то можно уже и посолить. Все-таки за час, я думаю, соль не успеет все соки вытянуть из мяса. Так, и чуть-чуть я добавлю сюда растительного масла. Мясо у меня уже теплым стало. Вот столько оно постояло уже под солнышком и так далее. А это очень хорошо. Шашлык прямо перед готовкой. Чем он теплее, тем лучше. Все, друзья, минут 40, максимум час. Постоит, впитает все вот эти вкусы, соки в себя. И будем жарить. Так, часик. Наше мяско постояло, друзья. Пропиталось. Замариновалось. Сейчас будем нанизывать на шампура. Вот таким вот образом. И один шампур, друзья, для самых гурманов. Из этих пупков, как их называют. Итого 7 шампуров, друзья. Значит, мясо я все нанизил. Или нанизил, как правильно сказать. А овощи, друзья, я нанизывать на шампура не буду. Мы сегодня их приготовим на сетке. Смотрите, я что делаю. Я у демьянок, у баклажана, вот просто чуть-чуть бока срезаю. Вот таким вот образом. Так, теперь что делаем? Вот такие неглубокие надрезы. Ромбиком. Оба! Поставим сюда сеточку. Пусть хорошенько накалится, друзья. Значит, сетку я, конечно же, почистил. Но вот эта следы ржавчины, она уже всю зиму стояла, не использовалась. Мы их уберем. Посолим наши баклажаны, друзья. Капелька масла
на каждую. И вот так. Та-на-на-та-на-на-та-на-на, друзья, пошли на огонь. Вот так помидорки и перчики побросаем. Как вам такой вариант, друзья? Такой шашлык, по-моему, из баклажан еще никто не делал. Полушашлык, полужаренный, с маслом. Посмотри, что с кожей происходит сразу. Какая она сразу красивая становится. Так, баклажанки. Все, друзья, кусочки мелкие, так что мясо готово. Посмотрите сюда. Перчики готовы, друзья. Все, наша цепочка помидорная развалилась. И вот так. Все, это тоже готово. Все, друзья, добрался до беседки. Сейчас всю эту красоту будем пробовать. Так, положу себе такие шикарные кусочки, друзья. Знаете, какие вкусные. Уф. Если вы знали, какой этот шашлык вкусный. Вот так. Вот такой хлебушек тендерный. И поехали. Смотрите, какое мясо. Вы не поверите, друзья. Нежнейшее. Вот скажете, дичь, да? Дичь такой не бывает. Очень мягкая. Очень вкусное. Посмотрите, какое мясо. Оно темное такое.
у него, как и у всякой дичи, да, присутствует такой своеобразный вкус, ни на что не похожий. Практически вот по своей мягкости. Да, это все-таки дичь, мы должны это понимать. Но от домашней утки ничем не отличается. Вот дробинка. Так что, друзья, если вам попадется лысуха, кашкалдак, не игнорируйте эту птичку. Она очень приятная на вкус. Если попадется, покупайте, не задумывайтесь. Посмотрите, какое мясо. Шикарное просто, А кожа — это отдельный разговор. Ну, как и в курице, в принципе. Очень многие, кто любит кожу. Друзья, давайте попробуем наш баклажан, приготовленный таким вот необычным методом. Он и печеный, и жареный одновременно. Сейчас посмотрим. Очень вкусно. Очень вкусно. Он реально таким и получился. То есть он похож на жареный, вот, то есть баклажан, который мы жарим дома, но уже с дымком. Классный способ. Сейчас этот кусок съем и попрощаюсь с вами. Все, дорогие мои, сезон шашлыка открыт. Открыл я его таким необычным методом, таким нестандартным продуктом для шашлыка. Но получилось очень вкусно. Так что будем жарить шашлыки, друзья. Спасибо за просмотр. До новых встреч на нашем канале. До свидания.